За последнее время уж больно активизировались разговоры о потенциальных переносах карточек футболистов и их возможной потере в eFootball 2025. И в принципе оно неудивительно, потому что сами Konami не так давно выкатывали небольшой список того, что они перенесут в следующую часть, что нам в целом ожидать от этого обновления, и в принципе об этом мы говорили буквально-таки в предыдущем ролике. И все чаще и чаще я начинаю замечать вопросы наподобие: а что будет с игроками, перенесутся ли они, потеряем ли мы карточки команды недели, что будет с ними. Сначала я даже не понимал, к чему эти вопросы и откуда они взялись. Но углубившись в суть вопроса поподробнее, скажем так, пришел к интересным выводам. И сегодня постараемся разобраться, что же будет с этими карточками, стоит ли опасаться их потери, или проблема, скажем так, не так страшна, как может показаться. Сегодня и постараемся разобраться. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Если вы играете в eFootball на мобильных устройствах и хотите пополнить свой аккаунт, задонатить, выловить самых лучших игроков, то в таком случае хочу порекомендовать вам данного продавца монет. У него вы сможете приобрести донат на любую сумму с крайне выгодным курсом. Он помогает людям с донатом более 2 лет и имеет более 13 тысяч отзывов на бирже FanPay. Ссылку на продавца вы найдете в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. Прежде чем мы приступим к части, которая, скорее всего, волнует большинство игроков, касаемо тех же карточек команды недели и прочих подобных моментов, давайте проясним некоторую ситуацию касаемо игроков в eFootball 2025, потому что в отдельной страничке на сайте с игрой, в отдельном уведомлении, которое появилось в самой игре, информация о том, что карточки переносятся в следующую часть, почему-то упомянуто не было, в то время как про монеты, очки, ГПшки, номинальные контракты и прочие подобные, скажем так, прелести Konami упомянули. И все это в 25-й части спокойно переносится. Но опять же, те же самые футболисты здесь не упоминаются. Я думаю, что на этом акцент делать не стоит, поскольку у нас уже успело смениться несколько частей, мы пережили несколько подобных, скажем так, сезонных обновлений, и карточки постоянно переносились. Более того, у меня на аккаунте до сих пор лежат карточки из 2022 года, которые остаются нетронутыми. А поэтому в лишний раз волноваться о том, что к 25-й части что-то изменится и какие-то карточки банально не перенесут, я думаю, это не особо имеет смысл. Также касаемо игроков и главных тренеров, которых мы можем потерять в 25-й части, об этом конкретно упоминается на странице с анонсом, и опять же в том же самом уведомлении, которое было в игре, о том, что некоторые игроки и главные тренеры пропадут, то здесь, скорее всего, идет речь о банальных игроках за ГПшки и тех же самых главных тренеров, также за ГПшки. Ну, есть те же самые тренеры наподобие Юргена Клоппа, которые ушли из Ливерпуля, и по сути в игре им больше делать нечего. То же самое касается и футболистов. Это происходит из года в год. Когда футболист меняет клуб или банально просто его покидает и остается свободным агентом, если он не заигран за сборную и не имеет клуба или играет за команду, которой нет в eFootball, банально из-за лицензии, то он пропадает из игры, как-то не странно. Поэтому у нас нет большинства игроков, например, с той же Бундеслиги, потому что этих команд нет даже в фейковом виде в игре, и большинство из игроков банально не заиграны за свою сборную. И как раз таки вот этих самых игроков, скорее всего, и удалят из игры в eFootball 2025. Что же касается самой животрепещущей темы, что же будет с карточками команды недели, пропадут ли они, стоит ли за них опасаться? Как я и упоминал в самом начале этого ролика, я банально не понимал, откуда пошла вся эта тема, откуда пошли все эти разговоры, потому что как такового обсуждения я особо нигде не наблюдал, ни на просторах Ютуба, ни на просторах Твиттера. А если появляется что-то интересное, что в принципе может появиться и имеет хоть какие-то ощутимые последствия, то это непременно обсуждается. И поискав по Ютубу, и посмотрев множество блогеров, которые вроде как являются моими же коллегами, которые вроде рассказывают о потенциальных нововведениях, о будущем контенте, но в отличие от меня, они просто, блять, показывают концепты и говорят: о, а вот это скорее всего появится. И показывают там какой-нибудь концепт-арт с Фергюсоном и Роналду 2008 года. И после этого буду говорить, что я воду гоняю. Ага. Но сейчас не об этом. Суть в том, что подобной информации я не нашел даже на подобных каналах. Только на одном из них, и у него же затесалась интересная картинка, которая и показывает всю суть потенциальной в кавычках проблемы. А именно тот факт, что из всех представленных карточек, стандартных, команда недели, эпических, биг-таймов и шоу-таймов, легендарных карточек, из всех этих карточек только карточки команды недели могут перенестись не совсем в том виде, в котором они представлены сейчас. Банально, все карточки, кроме карточек команды недели, вот как они остаются в нынешнем виде, в таком же они будут и в eFootball 2025. Но карточки команды недели по какой-то причине должны
должны стать стандартными, то есть не команда недели, а просто стандартная. И оказывается, этот самый слух пошел от Ренана Гальвани. То есть сразу опровергаем тезис о том, что это информация от каких-то дата-майнеров, которые пошерстили по файлам игры и выяснили вот такую информацию. Это не более чем слух, о чем говорит и сам Ренан Гальвани. Почему это прошло мимо меня и в целом могло пройти мимо вас, а вся суть в том, что поскольку сам Гальвани рассказал об этом всем как-то абстрактно и учитывая трудности перевода, языковые барьеры, в принципе, я натыкался на всю эту информацию и даже смотрел отдельный ролик по этой информации, но до недавнего времени я банально не понимал, о чем идет речь. Изначально я думал, что речь идет о том, что просто обнулят уровни у всех имеющихся карточек, стандартных, шоу-таймовских, эпических, и их просто придется перекачивать по новой. Но оказывается, суть совсем в другом. И речь идет о том, что, возможно, далеко не факт, опять же, это слух, что те же самые карточки команды недели могут обнулить. Не знаю, лично мне в подобное верится с трудом. И, как уже упоминалось несколько раз, это не более чем слух, который, скорее всего, даже не оправдается. Все мы с вами знаем эти слухи и предположения, 50% из них, если не больше, как правило, не сбывается. Те же самые слухи и новости касаемо Мастер-лиги, режима редактирования, кооп режимов, это только в лишний раз подтверждают. Поэтому, если вы в лишний раз переживали за свои карточки команды недели, то можете успокоиться. Скажем так, предметных разговоров на этот счет нет и, скорее всего, не будет. И шанс того, что подобное действительно произойдет, крайне-крайне мал, если вообще там есть хотя бы 1%. И надеюсь, что на этом мы расставили все точки над «и». Ваше же мнение, как и всегда, я буду ждать в комментариях под этим роликом. Подписывайтесь на этот канал, если не подписаны, поддерживайте ролик своим большим пальцем вверх и обязательно подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Кто знает, в какой из дней YouTube окончательно перестанет работать. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, спасибо за вашу активность и услышимся в следующих видео. Всем пока!